Всем привет! Италия, конец 60-х годов 20 века. На свет появилась новая модель Ferrari с передним расположением двигателя и приводом на задние колеса, после которой подобная концепция не применялась несколько десятилетий, пока в 1996 году не представили модель 550 Maranello. Итак, сегодня вспоминаем Ferrari 365 GTB4 с чьей-то легкой руки получившей неофициальное имя Daytona, в честь победы команды Ferrari в 1967 году на одноименной гонке, когда на пьедестале 3 ее болида заняли места с 1 по 3. Двухместная модель 365 GTB4 дебютировала в октябре 1968 года на парижском автосалоне. Ferrari решили не экспериментировать, и в основу их флагмана легли проверенные решения. Силовой агрегат стал развитием двигателя V12 от предшественника 275 GTB4 с 4 верхними распредвалами, разработанного Джоакино Коломбо. Объем увеличили с 3,3 до 4,4 литра и оснастили 6 двухкамерными карбюраторами Weber. Он был полностью алюминиевым и выдавал 353 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент составил 431 ньютон-метр. С индексом было все просто. 365 – это обозначение рабочего объема одного цилиндра в кубических сантиметрах. GTB расшифровывалось как Gran Turismo Berlinetta, а 4 – количество распредвалов. Крутящий момент передавался на колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач, которую для лучшей развесовки расположили ближе к задней оси, применив схему Transaxle. Передняя и задняя подвески были независимые, и на всех колесах стояли мощные вентилируемые дисковые тормоза. На выбор предлагались 15-дюймовые легкосплавные диски в форме пятиконечной звезды или спецованные колеса Барани. Дизайн разработал Леонардо Фиораванти из Пининфарино. По легенде, он спроектировал ее за одну бессонную неделю. На тот момент в его резюме значились такие работы, как разработка линии крыши для 250 ЛМ и превращение концепта Дина Альдо Браварона в серийный 206 GT. Со слов Фиораванти, проект стартовал неофициально, так как совсем недавно начала продаваться модель 275 GTB, и ее планировали выпускать еще несколько лет. Взяв за основу пару шасси 275 модели, Леонардо решил серьезно поработать над внешностью, которая не слишком ему нравилась. Поделившись своими идеями с Энцо Феррари, он получил одобрение и указание сделать полномасштабную модель. После ее демонстрации Энцо остался доволен увиденным, но предложил расширить колею на 6 мм спереди и сзади. Вот что Фиораванти говорил про свое детище в интервью журналу Classic and Sports Cars. «Я думаю, что это лучшая из дорожных машин, отражающих саму суть Феррари. Она стала последней переднемоторной моделью с V12 и вертикальными карбюраторами. Плексигласовые щитки фар были новинкой. Идеальные пропорции, свежий силуэт, сплав чистой красоты и спортивных успехов». Действительно, этот акулообразный стиль остается одной из самых необычных форм, украшавших дорожные автомобили Ferrari. Да, поначалу он был непривычен, особенно по сравнению с изящной и легкой стилистикой 250-х и 275-х моделей. Первые два прототипа были построены в 1967 и 1968 годах. Их передняя часть смахивала на 275-ю, но сзади автомобиль выглядел оригинальным. Впоследствии дизайн передка
был пересмотрен в пользу варианта, по которому мы привыкли узнавать Дайтону. Отличительной чертой ранней серии были сдвоенные фары, спрятанные под сплошной пластиковой панелью на всю ширину кузова. После рестайлинга появились эффектные выдвигающиеся передние фары. Причиной изменения внешности послужило и то, что упор на продажу модели делался на американский рынок, требования законодательства которого были весьма жесткими. Двери, капот и крышку багажника изготавливали из алюминия. Несмотря на попытки снизить вес, автомобиль оказался достаточно тяжелым – почти 1,5 тонны. Но благодаря отличным характеристикам двигателя разгон до 100 км в час составлял фантастические для своего времени 5,4 секунды, а максимальная скорость – 280 км в час. Поначалу потенциальные покупатели с настороженностью отнеслись к новинке. В момент дебюта на парижском автосалоне автомобиль не вызвал восхищения. Рынок все-таки ждал от Ferrari модель с центральным расположением двигателя, как у появившейся чуть ранее Lamborghini Miura, успевшей наделать шума. Но после появления положительных отзывов первых владельцев и автомобильных СМИ спрос возрастает, и Daytona становится одной из самых продаваемых больших Ferrari, став одним из самых быстрых гран-туризмо своего времени. В 1971 году журналисты Автокар разогнали его до 160 км в час за впечатляющие 12,6 секунды. А вот что писали о нем Classic and Sports Cars. Более 2/3 максимального крутящего момента доступны уже при 1000 оборотов в минуту. На любой скорости и передаче Daytona не теряет уверенности. Пока все 6 карбюраторов гармонично работают, движение Ferrari – сплошной напор. Поскольку купе пользовалось стабильным спросом, разработка открытого варианта была неизбежной. Прототип был представлен на Франкфуртском международном автосалоне 1969 года. И в 1971 его запустили в производство как 365 GTS-4. Аббревиатура GTS расшифровывалась как Gran Turismo Spider. В итоге она оказалась одной из самых редких модификаций, поскольку в подобном исполнении было произведено всего лишь 122 автомобиля. В зависимости от источника цифра меняется от 121 до 123 экземпляров. Оставим это на совести автомобильных историков. Как уже упоминалось, основная часть продаж Daytona приходилась на американский рынок, а дальнейшее ужесточение норм безопасности и вредных выбросов требовало серьезных конструктивных изменений и дополнительные финансы, которые у компании были весьма ограничены. В 1973-м пришлось свернуть производство. Общее количество произведенных купе составило 1285 штук, а спайдеров, как уже говорилось ранее, 122 единицы. На смену ей пришла среднемоторная модель 365 GT4 Berlinetta Boxer с оппозитным 12-цилиндровым двигателем, о которой, кстати, мы недавно рассказывали в одном из видео. Ссылка на него будет где-нибудь здесь. Любопытным фактом явилось то, что в 80-х годах целый ряд купе Daytona были переделаны в Spider. Такие конверсии, как правило, производились в целях наживы на более редком и дорогом варианте по сравнению с исходным купе. Отличить их от оригинальных открытых машин можно было по более вертикальному лобовому стеклу. Спортивные успехи Daytona были также весьма впечатляющие, но здесь нужно оговориться. Сам Энцо Феррари не рассматривал ее в качестве автомобиля для своей заводской гоночной команды. Но в период с 1969 по 1973 годы все-таки была подготовлена серия облегченных купе компетиционе для гонщиков-любителей и частных команд. Инициатором проекта был Луиджи Кинетти, вошедший в историю мирового автоспорта, завоевав первую победу в Лимане в 1948 году для еще молодой и малоизвестной команды Ferrari. Так вот, созданные болиды отличались алюминиевым кузовом, расширенными колесными арками, пластиковыми окнами и двигателем, выдававшим мощность 400-450 сил. 3 года подряд, в 1972, 1973 и 1974 годах, Daytona доминировала в своем классе в Лимане. А в 1972 году Жан-Клод Андре выиграл автомобильный Тур де Франс.
Конструкция оказалась настолько хороша, что даже через 6 лет после снятия с производства GTB4 смогла занять первое место в своем классе и второе в общем зачете в 24 часах Дайтоны в 1979 году. И в заключение несколько слов о вариациях, появившихся на базе Дайтона. Уже упоминавшийся ранее Луиджи Кинетти, которому сам Энцо Феррари доверил важнейший фронт работы – североамериканский рынок, владел достаточно успешной гоночной командой NART. Имея значительный вес среди окружения Энцо, он мог инициировать различные проекты, в том числе создание эксклюзивных моделей, на многих из которых он сам и ездил. Он нередко восстанавливал поврежденные шасси Ferrari, отправляя их в различные ателье для установки эксклюзивных кузовов. То же произошло и с 4 такими автомобилями Дайтона. За период с 1972 по 1976 годы для них были заказаны новые кузова в ателье Микелотти. Каждый из них различался между собой в деталях, но общая стилистика была одинакова. Самый первый Спайдер голубого цвета был построен в 1972 году для актера Стива Маккуина. 2 года подряд его возили на автомобильные выставки в Нью-Йорк и Турин. Второй автомобиль появился в 1975 и был выполнен в кузове Тарго. В том же году он принимал участие в Ле-Мане в составе команды NART. Третий экземпляр темно-синего цвета был подарен Луиджи своей супруге Марио. Четвертый, красного цвета, был переделан из заводского Спайдера, разбитого в 1976 году во время съемок фильма A Star is Born. Кстати, именно он был показан на стенде Микелотти на Туринском автосалоне 1980 года. Но самым уникальным во всех смыслах был вариант 365 GTB4 с трехдверным кузовом Shooting Brake, построенный в 1975 году по заказу американского архитектора Боба Гитлмана британской фирмой Panther Westwinds. Отличительными особенностями Shooting Brake были полностью стеклянная третья дверь, которая, кстати, не открывалась, и прозрачные боковые панели, поднимавшиеся по принципу крыло чайки. Панель приборов, центральная консоль вместе с центральным тоннелем, дверные карты, а также пол грузового отсека, словно палуба яхты, были выполнены из дерева. Гитлман владел этим необычным автомобилем до начала 80-х годов, после чего он находился в многочисленных коллекциях в США и Европе, периодически появляясь на фестивалях и выставках. В августе 2016 года Pebble Beach аукционный дом Gooding пытался найти необычному автомобилю нового собственника, но торги оказались безуспешными, хотя в планах было выручить за него от 750 тысяч до $1 миллиона. Автомобиль, о котором мы хотим сегодня рассказать более подробно, представляет собой версию с открытым верхом, принадлежавшим известному голливудскому режиссеру Сидни Поллаку, чей опыт в кинематографе включал многочисленные номинации на премию «Оскар», а также награду «Оскар» за лучшую картину и лучшую режиссуру за фильм 1985 года «Из Африки». Кроме того, сама история Спайдера заслуживает отдельного внимания, поскольку насыщена любопытными сюжетными поворотами, словно взятыми из кино. Начнем с того, что согласно заключению компании Rosso Corsa Consulting, номер шасси 14779 является 31-м по счету построенным экземпляром из 122. Покинув ворота завода, кузов изначально был окрашен в цвет Argento Metallizato с интерьером Nero, то есть именно в том виде, в котором автомобиль представлен сегодня. В подобном цвете на свет появилось только 14 автомобилей с открытым верхом. Стоит отметить, что на фоне часто встречающихся вариантов в цветах Росса или Джалла, столь необычный цвет кузова придает Спайдеру особую редкость. В декабре 1971 года она отправляется с завода за океан в компанию уже небезызвестного нам Луиджи Кинетти. В июне 1972 Спайдер отправили дилеру Карл Хаас Автомобиль Импортс из Хайленд-Парк, штат Иллинойс.
И вскоре после этого Дайтона оказывается в руках своего первого владельца, Джей Хоффа, энтузиаста марки, проживавшего в Норфолке, штат Вирджиния. Спустя 3 года Дайтона Спайдер был продан знаменитому режиссеру Сидни Поллаку. В его фильмографии значится более 40 кинолент, постановкой которых он руководил. А среди из самых известных его работ вы наверняка можете вспомнить «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом 1975 года, «Тутси» с Дастином Хоффманом 1982 год, «Фирма» с Томом Крузом 1993. После того, как в 1979 году Поллак продал автомобиль, дальнейшая история Феррари насыщена остросюжетными поворотами. Его новым владельцем стал Альберто Амискуа из Мехико, решивший обойти вопрос уплаты пошлины за импорт автомобиля в Мексику. Он нанимает жителя Техаса, который за некую сумму перегоняет суперкар через границу в качестве туриста. Но в 1981 году новый хозяин автомобиля столкнулся с неприятностями, которые привели к потере не только финансов, но и части имущества. Под давлением влиятельного владельца ломбарда, имевшего связи с мексиканскими властями, Амискуа был вынужден подписать документы, подтверждающие переход права собственности, в том числе и на Феррари. После этих событий почти 2 года об автомобиле не было ничего известно, но весной 1983 года Дайтона снова появляется в США, оказавшись на обслуживании в European Auto Restoration в городке Коста-Меса, штат Калифорния. Спустя год она была добросовестно приобретена коллекционером из Огайо Эдом Заморелли, а через пару лет он выставил ее на продажу. Узнав об этом, Альберто Амискуа обратился в суд с иском о признании права собственности на транспортное средство и выиграл процесс. Автомобиль находился в его владении почти 10 лет. За это время он был перекрашен в черный цвет и не раз выставлялся на конкурсах. Например, на Vintage Ferrari Concours d'Elegance 93 и 96 годов в Quail Lodge. Побывав в 3 калифорнийских коллекциях в течение последующих 2 лет, в 1999 году Ferrari была приобретена Роном Бриджесом из Лонгвуда, штат Флорида. По его заказу Vantage Motor Works провела реставрацию Спайдера, где ему вернули заводскую окраску. С 2004 года и по настоящее время владельцы автомобиля менялись чуть ли не каждый год. Все это время он практически не ездил, и на текущий момент его пробег составляет чуть более 40 тысяч миль. Что касается рынка, то даже в обычном исполнении в кузове купе Дайтона довольно-таки дорогой автомобиль. За последние годы найти вариант дешевле $400 тысяч практически невозможно. И чем раньше год выпуска, тем он будет дороже. Особенно ценятся дорестайлинговые версии. А самым дорогим купе за последние несколько лет оказалось шасси 12653 1969 года, проданное Сотбис в сентябре 2017 года в Маранелло за 1 800 000 евро, около $2 200 000. Правда, здесь стоит оговориться, отметив, что это уникальный автомобиль с кузовом из алюминиевого сплава, построенный в единственном экземпляре. Попав в Японию, он на 40 лет исчез из поля зрения и до недавнего времени считался навсегда потерянным, пока не был найден под толстым слоем пыли в одном из амбаров. А что же Спайдер? Понятно, что купе не самый доступный вариант на рынке, однако открытая версия еще дороже. В силу ее редкости она нечастый гость аукционов, но, появляясь там, она почти не покидает торги с результатами менее $2 миллионов. В мае текущего года на Амелия-Айленд Сотбис продал желтый Спайдер с номером шасси 14863, принадлежавший приятелю Энцо Феррари и преданному энтузиасту марки Альфредо Дукато, за $2 450 000. Самыми же дорогими GTS за последние несколько лет стали 2 Спайдера, также проданные Сотбис, но в 2015 году за $3 300 000. Один нашел нового владельца в январе в аризонском Фениксе, а второй спустя 4 месяца на Амелия-Айленд.
Герой нашего рассказа последний раз был продан в прошлом году в Скоттсдейле на аукционе Гудинг. Тогда торги остановились на отметке в $1 930 000. Посмотрим, за сколько он уйдет в январе 2022 года в Фениксе. На сайте Sotheby's на момент записи этого видео estimate не указан. Времени осталось не так уж и много, а результат, как обычно, будет на канале в одном из ближайших видео. Вот и все на сегодня, да и в этом году тоже. Благодарю каждого из вас, кто присоединился к каналу. Уверен, что в новом году нас ждет еще больше интересных автомобилей и рассказов о людях, с ними связанных. Никогда не болейте, ну а пока.